Всем привет! В этом видео мы создадим модульное оружие, которое будет состоять из различных компонентов, такие как приклад, рукоятка, магазин, ствол и сама основа оружия. В качестве модели я буду использовать набор Polygon Apocalypse от компании Sinti. Ссылку на него оставлю в описании. В данном наборе имеются различные статик меши, с помощью которых можно создать модульное оружие. Для начала давайте исправим ошибку, которая может возникнуть при обновлении плагина. У меня она находится в Player Inventory, и перейдя туда, при попытке скомпилировать, выдаст ошибку в данном месте. Раньше у нас это было поле, которое мы задавали вручную. Сейчас это все обернуто в функцию. У GIS-EquipmentSlot-WidgetBase вытаскиваем связь и вызываем setInventorySlot функцию. И передаем то же самое InventorySlot, который мы создавали ранее. Все, ошибка у нас исправлена, можно закрывать. Далее перейдем в папку с предметами и приступим к созданию оружия. Создадим папку Weapons, внутри нее создадим папку AKM и Slots. В папку AKM я скопирую blueprint рюкзака и его item definition. Переименую их там в AKM Rifle. Это у нас будет основная часть оружия. Сразу выберу Static Mesh. Я знаю, как он называется уже, поэтому просто через поиск его найду. Вот так у нас будет выглядеть основа оружия. Как видим, здесь не хватает приклада, рукоятки магазина и ствола. Далее перейдем в компонент инвентаря и удалим контейнеры-инишалайзеры, которые остались от рюкзака. Далее создадим 4 слота инишалайзера под перечисленные компоненты и продублируем слот-класс. А также необходимо создать 4 слот definition. Давайте это сразу и сделаем. Перейдем в папку slots и создадим слот definition. Первый у нас будет называться handle под рукоятку. Название сокета и слота я буду каждый раз дублировать, чтобы не тратить время при выдумывании названия. Далее в выражении тега мы выбираем All Tags Match и добавляем новый тег, который будет называться следующим образом. Категория, оружие и рукоятка. Выбираем его. И все. Дублируем. И называем следующий уже сток. Это у нас будет приклад. То же самое делаем с тегами. Создаем новый тег, который будет называться сток. И не забываем убрать handle, который остался от дублирования. Далее, следующее, создаем магазин. И так как магазин у нас, сам предмет, он чисто технически, в реальной жизни зависит от калибра оружия, так как мы сейчас будем делать именно эту реализацию, то в названии ассета лучше указать этот калибр, чтобы нам в дальнейшем просто было проще, чтобы мы сразу видели этот калибр, и нам не надо было заходить и смотреть, какие там теги у него выбраны. Назову я название сокета и слот magazine. Добавлю тег. И также добавлю новый тег под сам калибр. И отмечу его обязательно. То есть любой слот, который будет использовать данный слот definition, он будет принимать в себя предмет, если предмет содержит все из перечисленных тегов, которые скобочки. В нашем случае это если предмет содержит тег магазин,
и калибр 7.62. Далее дублируем slot definition magazine и называем уже следующий barrel, под ствол. И тут повторяем, по сути, то же самое. Тег калибра мы не меняем, а тег магазина надо заменить на barrel. Далее, в компоненте инвентаря мы указываем созданные нами slot definition. Порядок, в котором мы будем сейчас их все выбирать, чисто визуально. То есть в данном порядке они будут отображаться в виджете, когда мы 2 раза кликаем на предмет, и у нас открывается инспектор предмета. Я тут просто выберу, что первое бросается в глаза. Далее. Мы создали 4 slot definition, и в них указывали сокеты. Данные сокеты необходимо создать в самом static mesh. Выберем static mesh предмета, откроем его, и во вкладке Socket Manager, если у вас ее нету, то можно перейти в Window, и здесь Socket Manager. Через плюсик добавляем 4 сокета. Первый у нас под рукоятку, второй под приклад. Размещаем его примерно на глаз. Потом мы будем подправлять. Сокеты — это своего рода отправная точка для размещения предметов. Каждый предмет можно индивидуально через фрагмент, как мы с рюкзаком делали, подогнать под конкретный слот. Своего рода индивидуальные офсеты сделать. И под магазин. Сейчас. Размещаем где-то вот так вот. Даже чуть выше. Все сохраняем и возвращаемся. С инвентарем у нас все готово. Переходим в компонент предмета GIS-Item. Здесь мы удаляем тег, который остался от рюкзака, и заменим Item Definition на AKM Rifle и сразу же его откроем. Размер поменяем на 2:1. Удалим Actor Fragments, которые остались от рюкзака. И название предмета я просто напишу AKM, а описание удалю. Далее я выкину предмет на сцену и попробую его подобрать, убедиться, что все нормально. Если мы откроем, то видим, что слоты отображаются в том порядке, в котором мы выбрали slot definition. Единственный момент, который нас напрягает, это то, что иконка не совсем с той стороны, с которой мы бы хотели. Мы бы хотели видеть предмет сбоку. Либо так, либо так. Для этого необходимо перейти в Item Definition и добавить Actor Fragment, который называется Item Snap Info Fragment. В нем мы можем переопределить расстояние от камеры до предмета, добавить offset по rotation. В моем случае я добавлю 90 градусов по оси Z, добавить offset по положению камеры и переопределить угол обзора. Угол обзора следует увеличить, если у вас предмет полностью попадает в кадр и выходит даже за пределы кадра. То есть он должен оставлять какое-то место вокруг себя, чтобы иконка смотрелась красиво. Если предмет оставляет слишком много места в кадре, тогда угол обзора необходимо уменьшить. Ну, либо же камеру поближе расположить. Как-нибудь так. Но я это делать не буду. В моем случае достаточно будет переопределить только, вернее, добавить offset по rotation. Я беру предмет, и у него уже вид сбоку. Так, или даже, может, сделаем с другой стороны, где у нас именно затвор находится. Давайте сделаем минус 90. И проверим. Да, теперь мы видим сразу затвор. Далее.
Переходим в расположение предметов Blueprint и Item Definition и дублируем их. Выбираем название и переименовываем в Handle. Это у нас будет рукоятка. Далее у нас логика сейчас будет повторяться. В Blueprint Handle мы уберем компонент инвентаря, так как он нам не нужен. И выберу я Static Mesh. У item компонента я выберу tag, handle и item definition поменяю. Поменяю размер предмета на одну ячейку и название предмета тоже поменяю. И такая логика сейчас будет дублироваться на все остальные 3 предмета. То есть дублируем, корректируем все и проверяем. Следующий у нас будет сток. Так, у хендла все корректно. Открываем сток. Меняем Static Mesh на какой-нибудь вот этот. Tag и Item Definition поменяли. Размер у нас приклада будет 2 ячейки по горизонтали. И название будет просто сток. Теперь дублирую. И уже делаю магазин. У магазина то же самое. Где-то, вот он у нас даже не надо искать. У магазина только единственный момент. Выбираем тег магазин и калибр 7,62. И меняем Item Definition. Там уже точно так же, как раньше. Размер у нас будет 2 ячейки по вертикали уже. 1 на 2. И название просто будет Mac. Все корректно. Далее можно скомпилировать, сохранить все, чтобы у нас иконки корректно отобразились. Далее делаем уже ствол. Открываем ствол и выбираем Static Mesh. Тег от калибра оставляем и меняем магазин на Barrel. И Item Definition то же самое. Размер будет 2 ячейки по горизонтали и название будет Barrel. Так, вроде все. Давайте все закроем. Теперь все предметы я выкину на сцену, чтобы у нас все можно было взять и собрать оружие. И начинаем подбирать и перетаскивать. Все, у нас все собирается. В слотах видим, что предметы вставлены. Мы их можем вытаскивать, либо открывать, например, и смотреть отдельно. Далее. Единственный момент, что если мы оружие наше собираем и, например, выкинем, то мы видим, что рукоятка, она находится в воздухе. И ствол чуть ниже надо опустить. Давайте это исправим. Заодно я покажу один из удобных способов, как все это собирать в редакторе, не запуская игру. Выбираем AKM Rifle, выбираем там инвентарь. И в Initializer у нас есть Equipped Actor поле. Если мы выбираем какой-нибудь предмет, который туда не вставляется, то ничего не происходит. Но если мы выберем, в нашем случае для Slot Definition Barrel, выберем ствол,
который туда и должен встать, то он у нас вставляется и здесь, и после запуска. То есть, когда мы запустим, возьмем, то он у нас уже сразу надет в слот. И давайте то же самое сделаем для всех остальных предметов. Для рукоятки. Так, для рукоятки выбираем рукоятку, магазин. И приклад. Теперь камеру можно сделать вот так. Открыть AKM Rifle, Static Mesh, который мы используем. И данную вкладку можно вынести, вернее, даже нужно вывести отдельно, чтобы было удобно. И расположить плюс-минус, как я расположил. Далее мы выбираем сокет необходимый. И здесь начинаем двигать его вверх. Видим, что сразу у нас все корректируется и двигается. То же самое делаем с сокетом ствола. Мы его просто чуть ниже опустим, как-нибудь вот так. Все, сохранили, запустили, и у нас собран уже автомат. Далее, момент, который нас напрягает и сразу бросается в глаза. То есть размер автомата у нас не меняется никак. Хотя мы на него куча всего навесили. Как это исправить? Давайте откроем Item Definition тех предметов, которые должны менять размер автомата. Так, сейчас я проверю еще раз, что у нас. Вот у меня у персонажа большой контейнер 3 на 4 получается. Я сейчас просто проверил, что все у нас влезет в конечном итоге. То есть открываем AKM Barrel. Ствол у нас должен увеличивать размер владельца на +1. Для этого мы добавляем Item Fragment. Он называется Item Size Modifier Fragment. И в нем выбираем, для какого slot definition мы добавляем modifier. И, собственно, задаем сам modifier. То есть, когда предмет будет надеваться в данный slot definition, то данные значения, данный интовый, скажем так, вектор 2D, он будет добавляться к размеру предмета. Когда предмет будет сниматься, то это будет вычитаться из размера предмета. В нашем случае у AKM Rifle базовый размер 2 на 1. Когда мы barrel вставили в слот, который использует slot definition barrel, к данному размеру дефолтному добавляется вот эти X и Y. И размер становится уже 3 на 1. Давайте это все посмотрим, как это выглядит на самом деле. Все, теперь мы видим, что у нас вместо 2 ячеек по горизонтали предмет занимает 3. И если мы снимем, то он у нас начнет занимать уже 2 ячейки. И то же самое повторим с магазином. Добавим также фрагмент, только уже для slot definition magazine. И здесь только уже по Y у нас будет единичка. И можно добавить еще для приклада. Так. И вот так. То есть здесь вы можете персонализировать для конкретного slot definition, будут свои вот эти модифайеры. Давайте сейчас возьмем и видим, что у нас оружие уже занимает почти весь контейнер. Я сейчас начну его разбирать, и оно потихоньку уменьшается. И обратно все это повторяем. Так, что еще мы можем сделать? Мы можем сделать, к примеру, второе оружие. Давайте перейдем в папку Weapons и там добавим папку M4.
И туда можно просто все взять и тупо скопировать. Потому что там у нас уже плюс-минус все настроено. И только AKM будем менять на M4. Я сейчас по всем ассетам пройдусь и поменяю это все. У нас, по сути, будут отличаться статик меши и тег калибра. Все остальное будет уже такое же. Так, теперь откроем M4 Rifle и выберем статик меш для основной части, для ствольной коробки. Выберу, не знаю даже какую. Так, сейчас напишу body. И что у нас тут? Блин, где-то он был. Ну, давайте выберем вот этот, например. Мне он просто не совсем нравится, потому что он какой-то... Там надо будет подбирать приклад и рукоятку. Ладно, давайте, черт с ним. Его выберем, проверим. Так, теперь в item компоненте меняем. Даже сейчас вот так сделаем. M4 Rifle. Далее тут у нас, где slot definition barrel, его необходимо продублировать и добавить уже с другим калибром 5.56. То же самое сделать для магазина. 5.56. Открыть и калибр 7.62. Там добавить новый калибр 5.56. И выбрать его. 7.62 нам уже не нужен в данном slot definition. И то же самое сделаем в magazine 5.56. Калибр 7.62 заменим на 5.56. Так, вроде бы все. Возвращаемся в Blueprint M4 Rifle. И slot definition barrel 7.62 меняем на barrel 5.56. И magazine меняем на magazine 5.56. Слот handle и сток мы оставляем. Они у нас универсальные, так как они не привязаны к калибру. Теперь необходимо открыть static mesh и здесь добавить 4 сокета. Handle. Пусть будет там же. Далее сток. Расположим где-нибудь вот здесь. Далее magazine. Будет где-то... Ладно, пусть так. И barrel. Где-нибудь вот здесь. Сохраним. И что еще? У item компонента поменяем. Нет, это KM Rifle. Его вообще надо закрыть, чтобы он нам не мешал сейчас. В item компоненте проверим, что у нас все корректно. В inventory компоненте тоже все корректно. И давайте еще item definition подправим. Здесь напишем просто M4. Размеры у нас будут такие же. Просто название поменяем. Так, вроде все. Переходим к стволу. У ствола меняем калибр на 5.56. Так. Вот это мы уберем. Тут меняем M4 barrel. Здесь ничего не меняем. Что еще? И static mesh надо, поменять.
Barrel и какой там был. Вспомнить бы. Вот, вроде этот. Все корректно. Переходим к следующему. Handle меняем. Static Mesh там под каким-то углом. Вроде бы. Так. Вроде это. Или давайте вот эту. Потом посмотрим. Здесь меняем на M4 handle. Вроде все. Переходим к магазину. У магазина уже будет станок. Давайте пусть этот оставим. Далее калибр меняем на 5.56, 7.62. Убираем. И то же самое делаем с item definition. 4 магазин. Так. Вроде все. Далее. Сток. Сток у нас здесь меняем на M4 сток. И static mesh меняем тоже на какой-нибудь другой сток. Давайте вот этот, наверное, выберем. Теперь попробуем собрать все. Так. Опа, что-то у нас продублировалось все. Еще иногда может быть ошибка такая, я с ней сталкивался довольно часто, она иногда не совсем очевидная. То есть, когда вы меняете, например, у вас есть какой-нибудь предмет в сцене, ну вот, допустим, у вас есть ствол, и вы к стволу решили добавить компонент инвентаря, и у него, например, вы добавили 2 слота initializer. Ну и, допустим, там какие-нибудь слот definition выбрали. То есть здесь 2 слота initializer. Вы компилируете, все сюда переходите. И здесь, если вы выбираете инвентарь, то он у вас показывает 1 слот initializer. Нажимаете просто на эту кнопку «Сбросить на дефолтные значения», и он возвращает дефолтные значения, и второй появляется. Так, я это делать не буду, я сейчас просто удалю. Ну, в случае со стволом можно, например, сделать там всякие глушители какие-нибудь, которые тоже будут от калибра зависеть. Фонарики, которые там крепятся. Либо на вот эти крепления сверху там прицел сделать уже в случае с основной частью. Так, вернемся. Что у нас осталось? Приклад. Все, теперь начнем собирать. Barrel. Handle. Магазин сюда. И приклад сюда. Ну, тут как будто даже с первого раза все отлично подходит. Ага. У нас 2 приклада. Я уже думал, что-то отвалилось. Угу. И, да, из-за того, что у нас item definition, они там зависят от другого. Они зависят от barrel 762, хотя они вставляются в barrel 556. Вот это тоже надо не забывать пофиксить, когда мы создаем новое оружие.
И с магазином тоже магазин 5.56. В случае с прикладом, приклад универсальный, и там у них slot definition общий, поэтому тут ничего не надо менять. Закроем все лишнее и проверим. Все, оружие у нас занимает большое место. И то же самое с автоматом. Теперь снимаем магазин. Теперь давайте автомат также разберем. И если мы, например, сток сейчас начнем перетаскивать, то он у нас... он будет ли у нас сюда надеваться? Нет, сюда он у нас не надевается, потому что у нас тут уже есть приклад. Но если мы начнем этот перетаскивать, то мы можем либо туда вставить, потому что они используют всего лишь один тег общий, сток. Но магазины уже не будут подходить. Видите, магазин, в случае с магазином подсвечивается только АКМ, потому что там калибр, уже проверка на калибр идет. И то же самое с баррелом, со стволом. Как-то так. Вроде бы все, что хотел показать. Сейчас еще пройдусь, посмотрю. Ну, давайте можем сделать еще то, что я говорил. Для баррела добавить инвентарь и добавить 2 слота initializer. Первый у нас будет под всякие атачменты, типа фонарики, лазеры там и прочее. А второй будет именно модификация на ствол. То, что будет зависеть от калибра. Типа глушитель, компенсатор, пламегаситель там и прочее. Перейдем сразу в slots и добавим в случае... Мы сделаем просто для M4, поэтому я сейчас просто добавлю barrel 5.56, нижнее подчеркивание, mod. Это будет у нас модификация на ствол с калибром 5.56. Mod. Калибр я оставлю. И weapon тут добавлю. Ну, даже можно добавить это как под тег в barrel. Да. И также продублирую какой-нибудь handle. Тут добавлю barrel. Ну, я сейчас сделаю просто типа универсальный attachment. Я сейчас просто думал, делать ли здесь, по идее, один вид креплений. А на КМе там, например, другой вид креплений. Но в нашем случае они будут универсальны, условно. Так, attachment. Здесь у нас тег... Ой, не тег, название сокета, attachment. Далее handle. Также в что-то я не то сделал. В barrel добавлю под тег attachment и выберу его. Все, у мода у нас 2, у attachment 1. Теперь в инвентаре M4 barrel выберу attachment и mod. Здесь сразу проверяем, баг этот у нас есть, нету. Да, он у нас есть. Нажимаем стрелочку и снова 2 стало. Теперь надо создать сами предметы, которые мы будем вставлять. В нашем случае это, сейчас продублируем handle. Первый у нас будет, например, silencer. Так, где он? Здесь я сразу выберу первый попавшийся.
тег меняю на barrel mod, handle убираю и калибр ставлю 5.56. Так, weapon надо убрать. И здесь надо item definition, да, M4 silencer. Откроем его, размер будет 1 на 1. И название поменяем. Далее продублирую. И пусть будет просто flashlight. Здесь static mesh. Я выберу какой-нибудь вот этот. Он, по-моему, достаточно компактный. И нормально будет смотреться. Калибр тег убираю. И мод меняю на attachment. Item definition не забываю. Размер оставлю и поменяю только название. Вроде все. Теперь выкидываем предметы на сцену. И так, что еще? И silencer. Выбираем теперь сам ствол. Выбираем теперь attachment. Да, забыли. Забыли сделать сокеты. Потому что slot definition мы-то создали, а сокеты, которые там указали, вот сюда мы не добавили. Соответственно, мод у нас будет находиться на кончике ствола, где-нибудь здесь. И attachment будет находиться где-нибудь... не знаю, давайте просто сделаем где-нибудь тут. Посмотрим, как это будет выглядеть. Далее. Возьмем опять, попробуем вставить. Фонарик у нас как-то так встал. И мод стал как-то так. И когда мы, например, нажимаем на данную стрелочку, то есть reset to default value, предмет у нас, когда снимается со слота, он у нас уходит вверх, тем самым показывая, что он был снят. То есть, чтобы мы видели, что он был извлечен. Так, в принципе, все. Можно подправить только расположение сокета. Не знаю, где-нибудь вот здесь, может быть. Или можно даже сбоку сделать. Почему бы нет? Давайте пусть будет с этой стороны. Как-нибудь так. И для красоты можно даже вообще добавить здесь компонент Spotlight, который будет расположен где-нибудь здесь. Как-нибудь вот так вот. Пусть светит туда. Если мы повернем. Ну-ка. Вот, он у нас светит. Ну и можно добавить саму светимость. Как-то так. Берем сразу этот автомат. Ага, не подбирается. Почему? Потому что мы не добавили логику добавления в инвентарь. Это надо вручную добавлять, то есть проходить по всем своим надетым предметам, которые находятся в слотах персонажа, и проверять, есть ли у них инвентарь. Если он есть, то там вызывать метод. Давайте лучше это сделаем, вместо того, чтобы говорить.
Перейдем в Blueprint персонажа. И здесь у нас что? Вот мы нажимаем E. У нас проходит проверка на Equip. Она у нас провалилась. И тогда мы пытаемся добавить предмет сразу вот в этот инвентарь. Можно сделать следующее. Можно сделать функцию, которая будет называться getInventories и будет возвращать компоненты инвентаря. И мы для каждого просто будем проверять. Так. Это надо сделать array. Делаем это local. И здесь делаем следующее. Для начала добавим сам наш главный инвентарь, который персонажа, вот этот компонент. Далее у него get equipped. Так, get all equipped actors. Это мы убираем. И здесь for each делаем следующее. Get component by class inventory. Можно сделать вот, допустим, так. Или даже не надо нам это сохранять в переменную. Просто делаем is valid. Если валидны, тогда мы его добавляем сюда. И на выходе возвращаем inventories. Вроде все. Теперь здесь вызываем getInventories и for each повторяем по сути ту же логику. Только это уже делаем не для GIS-инвентаря, а для каждого инвентаря, который мы вернули в данном методе. Вот так. Вроде бы все. Давайте проверим. Берется. И возьмем этот сейчас. Ага, не берется. В чем дело? Давайте проверим getInventories. Ставим точку останова. Это у нас работает, все нормально. Ага, сюда даже не доходит. Давайте сделаем следующим образом. Так. Пытаемся взять. Ага. Вот и ошибка. То есть, когда мы пытаемся взять, у нас проверка идет, можем ли мы взять предмет только для рюкзака основного, для инвентаря. То есть для того, который вот этот персонаж основной. А для рюкзака не выполняется эта проверка. И это необходимо делать. Да, можно просто даже не выполнять canFit actor, а просто сразу скипнуть эту проверку, потому что она, по сути, выполняется в самом этом методе. И сделать так. Вот это все подвинуть сюда. Теперь запускаем, проверяем. Точку останова я уберу. Предмет есть. Берем. Все. У нас предмет взялся, поместился в рюкзак. На этом видео все. В следующем видео продолжим изучать. Там изучим уже работу с фрагментами. Я подробнее расскажу, где они используются, как создавать новые
В принципе, все очень легко. И рассмотрим некоторые кейсы их использования. Всем спасибо, всем пока.